Эта история началась в один из тех промозглых осенних дней, когда серое небо, словно тяжелое одеяло, накрывает город, а редкие прохожие спешат укрыться от моросящего дождя. Именно в такой день судьба свела двух людей, чьи жизни переплелись самым неожиданным образом. История о том, как за внешней добротой может скрываться нечто пугающее, а жадность и наивность способны привести к необратимым последствиям. Андрей в очередной раз просматривал объявление о работе, сидя в маленькой съемной квартире на окраине города. За окном моросил мелкий дождь, капли медленно стекали по стеклу, создавая причудливые узоры. Октябрь выдался на редкость промозглым и серым. Требуется личный водитель для пожилой дамы, проживание, питание и достойная оплата. Звонить с 9 до 18. Объявление казалось обычным, но что-то в нем зацепило внимание Андрея. Возможно, слово «достойное» рядом со словом «оплата». А может, предложение проживания? После 3 месяцев просрочки арендной платы это казалось манной небесной. Дрожащими от волнения пальцами он набрал указанный номер. После 3-го гудка приятный женский голос ответил: «Слушаю вас». «Здравствуйте, я по объявлению о работе водителем». «Ах да, приходите сегодня к 5 часам на собеседование. Адрес: улица Липовая, дом 15». Липовая улица находилась в старой части города, где еще сохранились дореволюционные особняки. Андрей знал этот район. Там жили состоятельные люди, и каждый дом хранил свою историю. Ровно в 5 часов он стоял перед массивными коваными воротами. Особняк впечатлял. 3 этажа красного кирпича, украшенные лепниной и витражными окнами. Сад, несмотря на осень, выглядел ухоженным. Дверь открыла сухонькая женщина лет 70, но держалась она удивительно прямо. Элегантное темно-синее платье подчеркивало ее аристократическую осанку. Серебристые волосы были собраны в безупречный пучок. «Вы пунктуальны, это хорошо», – произнесла она с легкой улыбкой. «Я Вера Николаевна Аркадьева, проходите». Гостиная поражала своим убранством: антикварная мебель, картины в позолоченных рамах, хрустальные люстры. Но больше всего Андрея поразило полное отсутствие фотографий. Ни одного семейного снимка. «Чай? Кофе?» – спросила хозяйка, указывая на кресло. «Спасибо, чай, если можно». За чаем из тонкого фарфора Вера Николаевна расспрашивала об опыте работы, семье, увлечениях. Андрей честно рассказал о своих 5 годах работы в такси, о том, что родители погибли в аварии, когда ему было 16, и его воспитала тетя. «Знаете, молодой человек, вы мне симпатичны. Я предлагаю вам не просто работу, я предлагаю вам дом. У меня нет родных, и я готова обеспечить достойную старость себе и будущее тому, кто будет рядом до конца моих дней». Андрей застыл с чашкой в руках. Предложение казалось невероятным. «Но вы же меня совсем не знаете. У меня богатый жизненный опыт, и я редко ошибаюсь в людях. Подумайте до завтра. Если согласны, приезжайте с вещами». Выйдя на улицу, Андрей глубоко вдохнул влажный вечерний воздух. В голове крутились мысли о невероятном везении, но где-то в глубине души шевельнулось смутное беспокойство. Все казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Следующим утром Андрей уже входил в особняк с небольшой сумкой вещей. Вера Николаевна показала ему просторную комнату на 2-м этаже с видом на сад. «Располагайтесь, в шкафу найдете новую форму, костюм водителя. Через час жду вас внизу, покажу гараж и машину». Гараж впечатлил не меньше дома. Там стоял черный Мерседес С-класса, сверкающий как новый. «Машина 2020 года в идеальном состоянии. Надеюсь, справитесь?» Андрей только кивнул, проводя рукой по идеально полированному капоту. Дни потекли размеренно. Утром – поездка в супермаркет, днем по делам или на прогулку, вечером – свободное время. Вера Николаевна оказалась интересной собеседницей с прекрасным чувством юмора. Она много рассказывала о своих путешествиях, о работе в консерватории, но никогда о семье. Через месяц она предложила оформить завещание. «Ты стал мне как сын, Андрей. Хочу, чтобы ты унаследовал все. Дом, счета, коллекцию антиквариата. Завтра приедет нотариус». В ту ночь Андрей долго не мог уснуть. Что-то беспокоило его, какое-то смутное воспоминание. Включив ноутбук, он начал искать информацию о Вере Николаевне Аркадьевой. То, что он нашел, заставило его похолодеть. Статья 3-летней давности гласила: «Загадочная смерть молодого водителя в особняке на Липовой». Дрожащими руками Андрей открывал статью за статьей. За последние 10 лет 4 молодых мужчин, работавших на Веру Николаевну, погибли при странных обстоятельствах. Первым был Сергей Комаров, 28 лет. Официальная версия – несчастный случай. Поскользнулся на мокрой лестнице и сломал шею. Это случилось за день до подписания завещания.
Через 2 года Михаил Воронин, 32 года. Отравление угарным газом в гараже. Неисправность системы вентиляции. Тоже накануне визита нотариуса. Дмитрий Соколов, 25 лет. Упал с балкона 3-го этажа во время мытья окон. За 3 дня до оформления документов. И последний, Алексей Петров, 30 лет. Погиб в автокатастрофе на пустынной дороге. Тормоза отказали. Произошло это ровно за сутки до назначенного оформления завещания. Все случаи были признаны несчастными, никаких подозрений в адрес Веры Николаевны. Безупречная репутация, уважаемый человек, бывший профессор консерватории. Андрей почувствовал, как по спине пробежал холодок. Завтра должен приехать нотариус. Утро выдалось пасмурным. Тяжелые тучи нависали над городом, предвещая дождь. Андрей не сомкнул глаз всю ночь, обдумывая план действий. Просто уехать? Но Вера Николаевна наверняка заявит в полицию о пропаже ценностей. Кто поверит простому водителю против уважаемой пожилой дамы? Спустившись к завтраку, он заметил, что Вера Николаевна выглядит необычно оживленной. «Нотариус приедет к 2. А пока съездим в банк, нужно кое-что забрать из сейфа». По дороге в банк Андрей внимательно следил за показаниями приборов. Все работало идеально, но это только усиливало тревогу. В банке Вера Николаевна пробыла около часа. Вернувшись, она держала небольшую шкатулку. «Это фамильные драгоценности. Они тоже будут твоими, дорогой». Ее голос звучал почти нежно, но глаза... В них мелькнуло что-то такое, от чего Андрею стало не по себе. Вернувшись домой, она попросила приготовить кофе. Андрей заметил, как она достает из шкатулки маленький флакон. «Знаете, Вера Николаевна», – спокойно произнес Андрей, наблюдая, как она тянется к его чашке. «Я всю ночь читал очень интересные статьи». Рука женщины дрогнула. «О чем ты, дорогой?» «О Сергее, Михаиле, Дмитрии и Алексее. О несчастных случаях, которые происходили очень вовремя. И всегда. Накануне подписания завещания». Вера Николаевна медленно опустилась в кресло. Ее лицо оставалось спокойным, только пальцы, сжимающие флакон, побелели. «Ты очень умный мальчик, Андрей. Жаль. Мне казалось, мы могли бы...» «Могли бы что? Вы бы получили страховку после моей смерти. Или это игра? Вам нравится давать надежду, а потом...» «Ты не понимаешь», — вдруг вскрикнула она. «Они все были недостойны, жадные, мелочные. Им нужны были только деньги. А вам что нужно?» Она расхохоталась, пугающим, почти безумным смехом. «Справедливость. Мой муж. Он бросил меня ради молодой девицы. Забрал все, деньги, дом, репутацию. Я восстановила все сама. И теперь я даю им надежду, как когда-то надеялась я. А потом они понимают, каково это – потерять все». В ее глазах плескалось безумие. «Но я ведь все знаю», – спокойно сказал Андрей. «Неужели вы думаете, что сможете...» «О, милый мальчик, ты думаешь, я не предусмотрела такой вариант?» Взгляни в окно. За воротами стоял человек с фотоаппаратом, делая вид, что снимает природу. Он работает на меня уже 10 лет. Если со мной что-то случится, очень интересные фотографии попадут в полицию. Фотографии, на которых ты роешься в моем сейфе, берешь драгоценности... Андрей почувствовал, как земля уходит из-под ног. Она все продумала. Все это время он был в ловушке. И что теперь? Теперь мы сыграем в последнюю игру. Ты можешь выпить кофе и положиться на судьбу. Или уйти прямо сейчас. Но тогда тебя ждет тюрьма за кражу. Выбирай. Андрей посмотрел на чашку, потом на улыбающуюся женщину. В голове лихорадочно крутились мысли. «Знаете, Вера Николаевна», – медленно произнес Андрей, доставая телефон. «Я тоже кое-что предусмотрел». Он включил диктофон. Запись последних минут разговора заполнила комнату. «Это ничего не доказывает», – поморщилась она. «Возможно, но я отправил копии всех найденных материалов и свои подозрения нескольким журналистам. Если со мной что-то случится, они начнут расследование. А это привлечет внимание к старым делам. Уверены, что все следы идеально заметены». Вера Николаевна побледнела. «И еще...» Андрей достал второй телефон. «Здесь прямая трансляция. Все, что происходит сейчас в этой комнате, записывается и сохраняется в облаке, включая ваше признание». Пожилая женщина обмякла в кресле. Впервые за все время маска благородной дамы слетела с ее лица, обнажив испуганную, сломленную старуху. «Что ты хочешь?
чтобы вы сдались полиции, добровольно. Расскажите всю правду. Ты не представляешь, о чем просишь. Тюрьма в моем возрасте... Представляю. Но 4 человека мертвы, и вы бы не остановились. Через час полиция уже была в доме. Вера Николаевна во всем созналась. Как оказалось, история была еще страшнее. До переезда в этот город она проделывала то же самое в других местах. Общее число жертв достигло 9 человек. Суд приговорил ее к пожизненному заключению. Дом и все имущество были проданы, а деньги переданы семьям погибших. Андрей вернулся к работе в такси. Иногда, проезжая мимо Липовой улицы, он смотрит на особняк, в котором теперь располагается детский центр творчества, и думает о том, как жажда мести может превратить человека в чудовище. А еще о том, что настоящее богатство – это не деньги и не наследство, а способность оставаться человеком даже в самых сложных ситуациях. Старый особняк хранит свою тайну, но теперь в его стенах звучит детский смех, а не безумные планы мести. И это, пожалуй, самый правильный финал этой истории.